когда вы импровизируете, когда мы импровизируем, то чаще мы за движением наблюдаем. Вот мы там, у нас движение руки идет. Попробуйте вот, просто вот движение руки. А я спрошу, Яна, вот движение руки, да, чем ты занята? О чем ты думаешь? Вот еще раз. Какой? Ты начинаешь представлять образ. Еще раз. Ты начинаешь представлять образ, да? Я услышал, правильно? Хорошо. Вы не пугайтесь, я просто спрашиваю. Давай я спрошу, а вас как зовут? Даша. Даша. А вы как? Ну, я представляю себе какую-то ассоциацию. Допустим, сейчас, как в воде, двигаюсь по этой ассоциации. Угу. Вы все говорите, как вот вы. Я попробую сейчас изменить. Мы будем работать с восприятием. Я попробую вам рассказать, на что обращать другое внимание. А вы? Я думаю о том, как я захватываю пространство своими действиями, куда завести руку. Прямо страшно в этом пространстве быть, что меня захватят, кажется, и ух! Хорошо. Давайте теперь руки опустим. Опускайте руки, вот пускай просто висят внизу. Я предлагаю только сейчас, в этот момент, родиться вашему движению. Оно может родиться лишь тогда, когда мы не можем уже думать. Мысль о Солнце и восприятие от Солнца – это одно и то же или нет? Как вы думаете, это вопрос. Еще раз. Мысль о Солнце и восприятие от Солнца. Восприятие, вот Солнце на нас излучает свой свет, тепло. Мы это чувствуем. Вот в реальности мы это чувствуем. Теперь я это почувствовал, допустим, ушел в другое помещение и начинаю об этом думать. Да, солнце было тепленькое, мне было хорошо, светило светом. Вот сейчас я думаю. Так вот, когда я воспринимал и когда думаю, это одно и то же или нет? Отличается. Ощущение от вкуса яблока, когда мы его кусаем, а потом мы думаем, какое яблоко было по вкусу. Это одно и то же или нет? У запаха цветка не было вчера. У запаха цветка не будет завтра. У запаха цветка есть я. Запах есть только лишь тогда, когда мы его нюхаем. Согласны со мной или нет? Все, что мы можем мы подумать о запахе. Мы можем вспоминать. Но настоящий запах, и запах именно, почему я? Потому что каждый из нас понюхает запах по-своему. Почувствует этот запах так, как никто другой. И вот, когда я у вас спросил, вы говорили мне одумать. Вы представляли, вы там что-то, мы одумать. Вот в этот момент мне хочется, чтобы мы думать опустили, а почувствовали момент, я вам сейчас помогу как, когда рождается не мысль о солнце, о запахе, а именно само восприятие. И вот в этом восприятии вы уникальны. В этом восприятии вы первичны. В этот момент рождается то, что не было до этого. И, возможно, вы впервые в жизни сделаете такое движение, которое непредсказуемо и о котором вы не могли знать. Как будто вы впервые взяли какой-то совершенно новый фрукт, и вы в руках его держим, и мы начинаем его пробовать. Мы не знаем, он будет горький, сладкий, соленый. Мы пробуем. И вот это первое прикосновение, вот оно восприятие. Можем мы на мгновение попытаться вот сейчас опустить, как будто бы вы никогда... Да, вы владеете телом, вы понимаете уже, как сделать там красиво рукой,
будто вы не знали никогда своего тела. И вы сейчас впервые начнете с ним знакомиться. Для того, чтобы познакомиться с телом впервые, а вообще импровизация в идеале, это каждое последующее движение, вот я веду, и я не знаю, куда захочется у меня телу пойти, каким образом я там сделаю. Вот я опускаюсь, я не знаю, что произойдет через доли секунды. Если мы знаем, это не импровизация. Мы импровизируем в формате мыслеобразов, которые уже у нас есть. Понимаете меня, да? Импровизация волшебна в том, уникальна ее, что мы можем превзойти самих себя. И каждый такой танец, он перерождает нас. Мы находим такие комбинации форм, такие движения, которые мы никогда не делали до этого. Но чтобы это сделать, что нужно сделать? Да, отказаться думать о солнце, а начать его, что делать? Чувствовать. Да, чувствовать. Что такое чувствовать? Вот мы начали с движения вот этой руки. Попробуйте не думать о руке никак, а вот этот каждый перелом руки в локте, в плече, в кисти, в пальчиках, вот просто вот делайте это движение и просто это чувствуйте. Вот просто ее чувствуйте. Не думайте, как сделать плохо или хорошо, правильно или неправильно. Это волновать вообще не должно. Единственное, вот этот поток, мы и есть вот в этом ощущении. Нет ничего, кроме вашего вот этого ощущения, где вы чувствуете свою руку. Вот пальцы почувствуйте, локоть почувствуйте, плечо почувствуйте. Не спешите сделать много, не спешите сделать много. Если этот вкус будет единственным в нашей жизни, не надо никуда бежать. Его нужно, это может быть вот просто вот чуть-чуть. Потому что вот пока все, что вы делаете, вас новых там нет. Вы есть прошлое, которое знает, что нужно вот так делать рукой. А если как будто вы не знаете, вам впервые придется это делать. Вот хотелось бы поискать вот такого ощущения. И не нужно сразу стремиться сделать что-то, как бы думать, что это будет красиво, правильно. Правильно – это чувствовать. Вот если мы не чувствуем, значит, в этом случае неправильно. Потому что, когда мы чувствуем, мы сможем дать восприятию быть. Как поцелуй, мы прикрываем глаза, там прикосновение какое-то приятное, вот это мгновение соприкосновения, и вот оно восприятие. Не мысль уже потом об этом, как оно было, мы можем вспоминать и хотим повторить. И в этом случае, чтобы мы поймали вот это настоящее мгновение, прикосновение. Попробуйте вот пальцы свои, соедините пальчики с пальчиками, вот так. Соедините. Закройте глаза, они вам точно не нужны сейчас. И почувствуйте, что, можете даже посчитать, что все 5 прикасаются друг к другу. Все 5. А 1 отпустите, оставьте 4, оторвите. Когда будете отрывать друг от друга следующий, прямо наблюдайте этот момент. Присутствуйте в нем, оставьте 3 прикосновения только. Чтобы только 3 пальца прикасались. Оставьте 2. Оставьте 1. Оставьте 3. Пять. 1. 2. 5.
1. Хорошо. Было ли что-то другое у вас, кроме вот этого? Кроме вот поиска точек. Вот в этот момент вы были только вот в этих точках. Вот это чистый момент. Вот такой момент важно, когда мы делаем движение. Вот такой момент и импровизация. И может так сложиться, когда вы сделаете движение, и оно будет видно. Это движение, как будто цветок распускается, оно впервые создано вами. Не потому, что вы захотели его сделать здесь, оно у вас пошло само. Вот пошло само. Может быть, затекла рука, хочется подправить плечо, может быть, хочется переступить ногой, может быть, что-то еще. Но вот этот импульс, он едва не уловимый. Поэтому сейчас вот сядьте, как вам удобно, да, вот чтобы вам только было удобно. Удобно. И посидите, вот слушайте музыку, опущенные руки спокойно, и спокойно себя слушайте. Слушайте, вот прямо сканируйте себя, начиная там от лица, позвоночник, руки. Вот просто понаблюдайте за множеством ощущений в своем теле, как будто вы смотрите интересное кино. И какой-то момент, какую-то точку вот двините тогда, когда вы почувствуете, я хочу этим пошевелить. Но не раньше. Вам нужно почувствовать вот это вот внутреннее желание. Не спешите. Это случится после сканирования себя. Не спешите, почувствуйте. А сейчас посмотрите на меня. Хорошо, что вы не играли, не придумывали, просто ждали, пока оно придет. И если не пришло, это хорошо. Мы искали, и это уже правильно. Лучше искать, чем обмануть сами себя. Легче. Сейчас вы также будете сидеть, я к вам буду подходить и к какой-то точке дотронусь, либо на спине, либо на руке. Я прикоснусь. И вот оттуда, где я прикоснусь, пусть это будет началом. Давайте представим вот поверхность воды. И в нее падает камушек. Что произойдет? Да, по водичке пойдут круги. Вот это мое прикосновение, вот оно, оп, и пусть оно даст какой-то импульс через, может быть, вот как-то вы как-то отреагируете. Не думать красиво, просто как-то отреагировать. Этого будет достаточно. Отреагировали, вот там как-то уже хорошо. Когда мы просыпаемся рано утром, хочется потянуться. Кошка в этот момент, когда тянется, она думает, интересно, селфи получится для Инстаграма или нет? Конечно, нет. Или думает. Когда кошка там, ах, интересно, меня в Инстаграм надо, вот сторис, выложит меня или нет, пока я там натягиваюсь там. Или человек, когда естественно зевает. Вот хочется момента, когда вы вот это естественно не ради красоты, а ради чего? Ощущения. Да, ради ощущения. И вот это «я есть ощущение». Я есть ощущение. И после этого я могу думать об том, как оно было. Но изначально мы сейчас ищем вот это «я есть ощущение». А «я есть ощущение», оно определено тем, что нам нужно вот этот момент быть здесь и сейчас. Мы не можем, если вы там о чем-то там где-то другой в стороне, то мы не поймаем. Даже когда у нас какая-то боль пальца, боль там еще какого-то органа, она нам вынуждает обратить внимание. Ага, болит. Вот это вот мы об этом думаем, мы сосредоточены, это уже да, я есть ощущение, я уже ее чувствую. И зачастую боль приходит в нашу жизнь, чтобы мы попали в настоящий момент. В этот момент вообще все раскрывается для человека. Это самый важный момент. Быть в настоящем. И ощущение, нет ничего прекраснее для человека, не интеллектом, а ощущением мы можем вот этот вот. Если вы поймаете у себя и разовьете вот этот вот момент присутствия, ощущения в своем теле,
ваша импровизация будет мега потрясающая. Кроме того, что вы сами будете всегда удивлены. Очень важно, чтобы вы станцевали так, даже без контроля камеры, да, вы станцевали и не посмотрели, как вы выглядели. Но после танца вы будете чувствовать, это было нечто. Почему это было нечто? Потому что вы, вот как бы, я там Даша, например, да, и я что-то уже из себя представляю. Но когда вы будете двигаться, вот эта Даша, и Даша потом через 5 минут посмотрит, Даша, ты в прошлом, я уже другая. Вы сами себя увидите, что вы перешагнете в другую Дашу, в другую Машу. А мы, как правило, импровизируем, как лошади, которые бегают в цирке по кругу. Много пробежали, целый день бегали 2-3 представления, вспотели, проголодались, далеко убежали? Никуда. Мы импровизируем, мы уже умеем, надо вот так вот красиво, нас научили рукой, тут красиво стать, тут красивое плие, мы все умеем. А потом покажите, как я там красиво выглядела. А вопрос, а как ты себя красиво чувствовала? Если нам приятно быть с человеком рядом, важно ли в этот момент, как в этот момент вы красиво выглядели, если там камера рядом стояла и снимала вас? Важно или нет? Важно, как мы в этот момент, что? Себя чувствовали. Если мы кушаем вкусную еду, нам важно, как в этот момент красиво сторис надо снять. Я там пиццу наворачивала. Нам важно, чтобы пицца была вкусная или нет? Или я не прав? Почему же вот это желание выглядеть потом, оно становится преимуществом, оно заставляет нас играть на камеру, быть не самим собой. Быть самим собой – это чувствовать. Это область, через которую мы способны быть самим собой, даже там, где кажется это уже невозможно. В любую секунду нашего времени. И вот я повторюсь, если вы такой сделаете танец, вы будете его развивать как импровизацию, то для вас и Даша будет в прошлом. Вы будете всегда шагать в будущее. Вы будете всегда себя пересоздавать новым человеком. И даже через неделю вы посмотрите, мой прогресс невероятен. Но сначала пускай не наблюдайте за собой извне, ищите эти ощущения. И чем вот это вот, как палитра красок, у вас их будет больше, тем потом со временем вы посмотрите видео и скажете, этого не может быть, это не я. Потому что это будет другой человек, реально. Вы за счет ощущения сдвинете себя в другую область. А так мы не можем, так мы головой себя тащим. То, что я умею делать и умел, я с вами делюсь, благодаря тому, чем я с вами делюсь. Вот он талант. И каждый из вас обладает этим талантом, но он спрятан в мире ваших ощущений. И он ждет, когда наконец-то вы коснетесь. Ждет. Коснись, пробуди меня, и я дам тебе вот этот запах цветка, да, дам тебе этот бросок. Он всегда ждет. Он и определяет эту жизнь. Потому что о размере яблока мы можем, говорят глаза, но об его вкусе говорят лишь ощущения. И любовь называют не интеллектуальное чувство, а чувство. Мы хотим чувствовать в этой жизни или нет? Пытаться забыть прошлое, не заставлять забыть себя, а искать через ощущение себя новое. Вот таким образом я фотографирую флюксизм. Я пребываю в этот момент, я нюхаю запах цветов, я слушаю окружающий меня шум, я чувствую свое тело, как я стою в этот момент. Вот это множество звуков, множество все и вся я направляю в фотоаппарат. И когда тут и знакомые, и посторонние говорят, или там камера, как? Мой мозг не знает как. Я потом без ощущений пытаюсь сам это сделать, я не могу. Потому что уже тот Сергей Михалюк остался в прошлом, который это чувствовал. А теперь я пытаюсь как бы продублировать это. И вот в импровизации, когда я уже это не совсем по теме, когда вот пойти на конкурс, это чтобы победить или угодить жюри, это немножко предать себя.
Потому что вы можете проиграть на внешнем конкурсе, но важно, если вы выйдете и будете себя чувствовать, вы уже победите. Но это стоит испытание. Быть честным самим собой, искренним в плане ощущений, или угодить во имя там, техники, во имя там, какой-то награды, угодить другим. Я много поговорил, но я знаю, что без практики этого добиться невозможно. Давайте попробуем, вот еще как вот вы... Давайте теперь стоя, вы уже засиделись, уже чувствую, что вам некомфортно. Займите положение ног любое, и вот такое, пускай у вас будет теперь положение ваше не статичное тело, да, а вот раскачивайтесь, вот единственное, возьмите себе такое, я просто, вот эта веточка, да, и меня минимально влево-вправо, и минимум контроля, и все, и просто себя слушайте. Слушайте свои стопы, свои плечи, не ради движения, ради ощущений. Не спешите ничего придумывать. Нужно наблюдать свои ощущения. Сразу наблюдать ощущений много тела будет сложно. Не спеши много форм делать, не спеши. Вот почувствуй, как стопы себя чувствуют. Смотрите на меня, пожалуйста, вот еще. Я иногда советую в джазе, да, вот я стою, у меня одновременно центр тяжести на 2 ногах. И даже перенос, вот я сделаю перенос вот сюда, это уже работа ощущения. Я чувствую копчик, колено, стопу, я раз, перенес. Вот этот перенос, это уже для меня будет ощущение. Если вы этот перенос в ощущении сместите, вы будете чувствовать вот это вот, как у вас вот поехало ощущение. Вы уже соберете просто жгучую энергию в этот момент. Не умом, еще раз, да, а ощущением. Поэтому не спешите сразу много. И руки, и тело, там, и все. Нет. Минимум, но вот это вот максимальное присутствие здесь и сейчас. А вот я когда уже потом там вам рукой что-то пальчиком дотронусь, вот оттуда пускай будет какой-нибудь такой сигнал вам в тело. И он раз, и снова пускай затихнет. Все, слушаем музыку, давайте. Стоп. Давайте сейчас по парам. Станьте по парам. Давайте вы сюда выдвигайтесь. Смотрите, вот сейчас я ей буду задавать направление, да, а ты, вот камень падает, а ты только не поломать его, а следовать этому направлению. Чтобы палец не отцепился. Вот сколько будет... Если нужно его перевести, да, вот искать, вот палец определяет ваше движение, как будто вот камень вы положили, он вам давит на плечо, но вы его не сбрасываете плечом. Вот вы каждая вот так вот друг другу, вот одна, давайте, потом поменяйте. Сначала на одно плечо, пока дает до низу, не спешите. И ищите ощущение, как вот складываете себя. Будь чуть-чуть честнее, она тебя жмет на плечо, а у тебя это даже ниже почему-то, чем это. Вам должно конкретно плечо уйти вниз, то, на которое жмут. Оно более нагрузку имеет. Будьте чувствительнее.
Хорошо, хорошо. Давай, подожди, давай я. Встаньте, встань ты. Я вам двоих. Стойте. Послушайте, как вот вы стоите, как стоите. Свои стопы почувствуйте, стопы. Позвоночник почувствуйте, вот спинку здесь почувствуйте. Просто пока я еще ничего не делаю, я не давлю. Я просто прикасаюсь. Вот чувствуйте. Неплохо, неплохо. Провалили слишком сильно. Почему сильно? Вот как бы давать чуть-чуть чувствовать, как будто в пластилин входит. Не совсем полностью провиснуть, а вот я постепенно и вы постепенно. Какое-то создавать. Давай еще. Слишком сопротивляешься. Ух. А стопы свои чувствуешь? Вот это лишних не надо никаких. Вот честнее, девочки, никаких лишних. Я жму сюда в точку, вторая рука там начинает. Не надо лишних. Честнее к ощущению. Тихо, тихо. Давайте вот встали обе. Обе встали. Я нажму одновременно на двух. Вот приготовились. Слушаем свои стопы. Тебя продавить слишком жестко, блин. Сколько держишь. Я ожидал тебе чуть-чуть, будь как иголочка. Еще раз. Смотри, буквально вот, даже если... Поставь палец на меня. Вот сделай то, не спеши. Я через свое тело покажу. А потом жми. Видишь, я даю пойти вот этому, и даже если, вот как бы я даю, но ты слишком держишь. Нажми ты на нее. Что, тихо, дай проверю. Еще раз. Давай ты разверни спиной, давайте обе спиной. Сейчас проверим. Я сделаю так. Хорошо. А вот это внимание уже хорошо. Станьте в одну шеренгу. Раздвигайтесь сюда чуть-чуть. Вы сюда. Да. Напополам примерно вы там сколько стоите. Станьте вот в такую, как будто сейчас вы будете друг друга перетягивать. 6 на 6. Это команда взрослых и команда второго состава. Сейчас. Яна и Кристина. Да, вот возьмитесь за руки. Изначально устойчиво в ногах. Вот сейчас ты тянешь... Подожди, не спеши. Даже не столько ее, сколько ту последнюю. Дайте ей потянуть. Не играйте слишком. Дайте ей потянуть, следуйте за ее телом. Еще раз, секунду. Ее тело пойдет, и вы тогда, что она вас тянет, вы прямо это чувствуете. Пошли. Перетянули. Стоп. В обратную сторону сейчас. Не думайте о красоте, просто ощущение. Вам что-то там придет, и если вы теряете равновесие, что надо делать? Вопрос. Если вы теряете равновесие, что нужно делать? Если вам, вот вы падаете, теряете, что надо делать? Подставить руку ногу.
Зачем? Чтобы не удариться. Контроль только чуть-чуть, чтобы самому голову не разбить, другому не разбить, слишком не упасть. Минимальный контроль для баланса, не ударить там себя по картинам. Все остальное, если вы теряете равновесие, теряйте его. Потому что ваше состояние хочет потерять равновесие. Для того, чтобы мы сместились во что-то, сделали другое, нам нужно выйти из состояния стабильности, потерять равновесие. Джаз, хороший джаз, начинается с потери равновесия. Я никогда из такого статичного положения хорошо движение не сделаю. Я делаю сознательно, теряю равновесие, и после этого я уже делаю какое-то движение. Понимаете? Потому что из полного вот этого камня двинуться в легкую форму умом может быть, ощущением нет. Понимаете? Поэтому потеря равновесия – это первый сигнал для того, чтобы получилось какое-то движение более интересное. Если вы будете терять равновесие, теряйте его. И будьте честнее к тому, что вы чувствуете. Теперь вы тянете их, давайте. Теперь вы тянете. Не спешите, подождите, не надо никуда спешить. Надо встать, себя почувствовать, как вы стоите, ее, как прикасаются руки друг к другу, почувствуйте. Вот почувствуйте вот все соединения, свою спину, свои ноги. Чем больше ощущений вы у себя собрали, тем лучше. Давайте. Стоп. Еще раз встали. Сложное пока для вас это упражнение. Вы придумываете сложное.